Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией? Провести отпуск с семьей? Или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. В сегодняшнем travel-гиде Соединенные Штаты Америки. Одна из самых больших и самых популярных стран для туризма. Ведь Америка — это небоскребы, Статуя Свободы, Белый дом, Гранд Каньон, Голден Гейт, Централ Парк, Таймс-сквер, ковбои, хиппи, бургеры, стейки, милкшейки. И самое главное, эта страна настолько огромна, что отдых здесь возможен на любой вкус и цвет. Планируете отдохнуть с семьей в Америке на широкую ногу? Тогда отправляйтесь в Орландо. Орландо в штате Флорида. Мировая столица парков развлечений. Здесь практически круглый год светит солнце и работают тысячи аттракционов для людей всех возрастов и поколений. Вообще, это, конечно, являлось моей давней детской мечтой, когда ты вот предвкушаешь, что когда-нибудь ты попадешь в мир Диснея. Парк Disney World – самый большой центр развлечений в мире. Живут в нем персонажи из мультфильмов Уолта Диснея, а посещают его ежегодно 53 миллиона человек. Входной билет на один день порядка $150. Я только прониклась всем этим волшебством, вот этой сказкой, магией, почувствовала себя прям ребенком. Если ваше семейство любит кино, то вам в парк Universal. Один из самых дорогих и знаменитых парков развлечений Америки. Он посвящен голливудским блокбастерам. Входной VIP-билет на день, который позволяет обходить стороной очереди, обойдется в порядка $200 с человека. Круто! Я в сказке, я просто в сказке. А уж если ваша малышня увлекается космосом и полетами, обязательно посетите космический центр Кеннеди, откуда начинались все путешествия на Луну. Для посетителей здесь открыли парк развлечений. Входной билет детский $67, взрослый $82. Вот американцы, они умеют зарабатывать деньги на всем, на ровном месте. Вот яркий тому пример. Космодром, старый, забытый. Как можно заработать? Спросите у американцев, они знают. На территории парков развлечений находятся сотни кафе, бистро и ресторанов. Они способны накормить тысячи голодных ртов. Трапеза от $50 на человека. Всем еще ложечку. Чтобы не отвлекаться от насыщенной программы, жить рекомендуем непосредственно в парке развлечений. Например, в отеле Art of Animation Resort, где каждый номер обустроен по мотивам какого-то мультика. Семейный номер порядка $500 в сутки. Я точно к себе в номер попала, а не в группу детского сада. Передвигаться между парками развлечений рекомендуем на современном ультрамодном электрокаре от $350 в сутки. Мы едем без водителя куда-то. У меня сейчас такое ощущение, как будто я попала в какой-нибудь 2035 год, где машина может ехать без водителя.
А самый классный способ зафиналить свой отдых в Орландо – это увидеть ожившую заставку к мультикам Дисней. Сумасшедшие эмоции. Спасибо, золотая карта, за то, что дала мне билет в детство. Нереально круто. Денежек немного, но есть огромное желание посетить Америку с семьей? Тогда вперед в Вашингтон. Вашингтон – это столица Америки. Белый дом, Конгресс и Пентагон – в общем, вся власть огромной страны сосредоточена именно здесь. Но несмотря на всю серьезность, в этом городе много интересного, захватывающего и, что крайне важно, бюджетного. Здесь нет проводов. Они спрятаны либо под землей, либо во дворах. Нет ни одного граффити, ни одного разрисованного здания. И здесь нет мусора. В Вашингтоне можно совершенно бесплатно посетить музеи, которые считаются одними из лучших в мире. Например, Музей естественной истории, где можно увидеть настоящие скелеты динозавров. Прикольно, что всем посетителям тут выдают интерактивные планшеты. Ну разве это не круто? Музей авиации с самой большой в мире коллекцией самолетов и космических аппаратов. Знаете, я уверен, что это лучший авиационный музей в мире, потому что здесь собраны не копии, а оригиналы реально летавших самолетов. Музей федерального казначейства, где можно увидеть, как печатают доллары. Так вот ты как выглядишь. $1 000 000. Также в Вашингтоне можно совершенно бесплатно посетить Капитолий, место, где заседает Конгресс США. Внутри Капитолия очень похож на храм. Только вместо статуи святых – статуи президентов. Повеселиться с детьми и почувствовать себя шпионами можно в первом в мире музее шпионажа. Дети до 6 лет бесплатно, с 7 до 14 лет $17, взрослые $25. Тупик. Уходить придется по вентиляционной шахте. По еде. На завтрак можно порадовать себя и семейство традиционным американским капкейком с разными начинками. Цены от $2 за штуку. Привкус бекона жареного, но при этом сладкий кекс. Не складуха, не складуха. Пообедать можно, как настоящий президент. Бургер, который ели Барак Обама и его жена Мишель, $12. Обама вроде нормальный мужик, рослый, не щупленький. А бургер не очень большой. А на десерт можно отправиться в огромный магазин желеек It's Sugar и позволить детишкам что-нибудь сладенькое. Конфеты от $5. Желейный мишка. 1 килограмм. Бюджетное жилье в Вашингтоне – это хостел. Там можно взять койку за $25-35. А если поедете с семьей, будете ночевать как раз все вместе в одной комнате. Вот это я понимаю. Дармитория на одного меня. Вот это прекрасно. В каждом выпуске мы будем делиться с вами списком самых ярких фестивалей и мероприятий той или иной страны. Итак, на очереди крайне насыщенная на события Америка. Фестиваль воздушных шаров – одно из самых зрелищных событий мира. Проводится в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Длится мероприятие целых 9 дней. В этот период несколько раз в день сотни красочных шаров из разных стран мира взмывают в небо.
Посмотрите, как круто! Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Раньше верили, что именно в это время всякая нечисть и души умерших пробираются на землю. Поэтому американцы переодеваются в монстров, чтобы те их приняли за своих, а также украшают дома вырезанными тыквами, символом праздника. Очень круто! Одна из лучших вечеринок, на которой я когда-либо была. Парад Мэйсис проходит ежегодно в Нью-Йорке в конце ноября. Традицию основал универмаг Мэйсис порядка 100 лет назад. В параде участвует 8000 человек. На платформах везут огромные воздушные шары в виде известных персонажей. И все это под аккомпанемент десятков музыкальных коллективов и оркестров. А людей приходит посмотреть на улицу 3 миллиона, ну там плюс-минус. По телеку смотрят еще 50 миллионов. Как вам, да? И это далеко не все фестивали и праздники, которые происходят в Америке. Поэтому перед поездкой в тот или иной штат обязательно загляните в календарь событий. Планируете романтическое путешествие по США? Без раздумий отправляйтесь в Аризону. Аризона – уникальный штат на юго-западе Америки. Дикие горы, выжженные пустыни и красные скалы. Это тот самый Дикий Запад, о котором мы так часто читали и слышали. Аризона похожа на слайд-шоу пейзажей. Вот ты сначала едешь по пустыне, потом скалистая местность, каньоны, потом снова пустыня и горы со снежными шапками. Откуда здесь снег? Это же пустыня! Первым делом в Аризоне берите большую комфортную машину. Цена от $200 в сутки. И отправляйтесь в незабываемый роуд-трип по штату. Ты крутишь головой, везде красоты, везде красиво. Посетите национальный парк Ред Рок и мост Дьявола. Въезд на территорию парка $20. Вот как можно поверить, что этот мост создала природа? А после взгляните на Аризонский кратер, который сотворил упавший из космоса метеорит. Билет $18. Он врезался в землю на скорости 60 тысяч километров в час. Это очень быстро. В итоге взрыв 10 мегатонн и вот такая вот дура посреди аризонской пустыни. Далее вас ждет уникальный каньон Антилопы. Цена $50 с человека. Второго такого места нет. Туннели так причудливо изгибаются, что кажется, что ты бродишь внутри гигантской розы. Также обязателен к посещению каньон Подкова на реке Колорадо. Захватывающий вид вам обеспечен. Я стою здесь просто, как песчинка, как какой-то, не знаю, как муха какая-то. Я ничего не стою по сравнению вот с этой красотой. Здесь не стоит ничего ни один человек, который вот приходит. Здесь просто вот. И все, больше нет ничего. И обязательно доедьте до главного символа Дикого Запада – легендарной долины монументов. Входной билет и гид порядка $200. Вот так смотришь на всю эту красоту и удивляешься, как такое может получиться. А на самом деле все очень просто. Все, что нужно, это песок, дождь, который периодически идет, а потом ветер за миллионы лет убирает все лишнее, и получаются вот такие вот отдельно стоящие горы.
Устанете от дороги? Можно прыгнуть с парашютом прямо над одним из самых больших каньонов в мире – Гранд Каньоном. $500 с человека. А жить в Аризоне удобнее всего на арендованной вилле за $900 в сутки. Это какая-то аризонская мечта просто. Денег немного, но тоже хотите романтический уикенд в Америке? Тогда без раздумий езжайте в Сан-Франциско. Сан-Франциско – один из самых красивых городов Америки. Город холмов, тумана и духа хиппи. У меня этот город вообще не ассоциируется со словом «мегаполис». Не знаю, ну что такое мегаполис? Это движущиеся постоянно машины, выхлопные газы, бетонные здания, бегущие, орущие люди, какая-то сумасшедшая движуха. А здесь вот тебе, пожалуйста, небоскребы, и вот тебе тут же, пожалуйста, лужайка. Прилетев сюда с любимым человеком, обязательно арендуйте велосипеды и отправьтесь на знакомство с легендарным мостом Голден Гейт. Аренда от $5 в час. Мост Голден Гейт – один из самых больших в мире. Обязательно сходите в музей старых игровых автоматов. Разменяв купюры на монеты, можно хорошенько повеселиться. А это интересно. Аттракцион «Измерь свою сексуальность». Вибрирует. Холодная? Да я холодная? Да я самая горячая. Загляните в бургерную Creator, где ваш обед приготовит самый настоящий робот. Бургер $6. Здесь все автоматизировано. Вот лучок, он сам режется и кидается на булочку. После без раздумий ловите автостоп и отправляйтесь на живописный маяк Pigeon Point. Там всего за $40 можно поселиться в уютном хостеле, в котором даже есть джакузи с видом на океан. Романтические рассветы и закаты прилагаются. Я не знаю, есть ли локация лучше для хостела, чем это. Страна познается в еде, а значит, пришло время узнать, какие на вкус США. Итак, первое, что стоит попробовать в Америке, это известный на весь мир бургер. Вариаций таких бутербродов здесь немерено. Бургер с большим количеством котлет. Бургер в слойке и с вареньем. Бургер в бисквите и так далее. Цены стартуют от $5. Бургер стал символом динамичной американской жизни. Калорийная еда, которая не требует сервировки. Ее можно есть даже на ходу. Второе, что стоит попробовать в Америке, это нью-йоркская пицца. Итальянское блюдо в США завезли мигранты. Оно прижилось и подстроилось под реалии города. Большой кусок, тонкое тесто, много начинки и маленькая цена. Все для того, чтобы его без проблем можно было слопать на ходу. Цены от $1. Идеально все прожарено, отправленный сырок. Все просто богически. В жилах бушует молодая кровь, в кошельке немерено денег, и тебе с друзьями дали визу в США. Отправляйся в Нью-Йорк. Нью-Йорк – культурная столица Америки. Город больших возможностей, больших денег и больших небоскребов. Но ты в Нью-Йорке как в каменном лесу. Постоянно задираешь голову, рассматриваешь все эти небоскребы.
Знакомство с городом начните с вертолетного тура. Так не страшны пробки, и вы одним махом можете познакомиться со всеми главными достопримечательностями от $300 с человека. Меня сейчас прихватило сердечко, и не от перенагрузки из-за высоты, а из-за вот того вида. Далее сходите на мастер-класс от артистов уникального бродвейского мюзикла «Стомп». Цена $500 с человека. До сих пор подметаете пол без музыки? Тогда мы идем к вам. И будучи в Нью-Йорке, обязательно посетите необычный новомодный иммерсивный спектакль. Билет $160. Но у меня не было ощущения, что я в театре. У меня было ощущение, что я аккуратненько пробралась к кому-то в дом и подсматриваю за жизнью других людей. Ну а потом можно на целый день арендовать желтое такси за $300 и колесить по лучшим заведениям мегаполиса, позволяя себе гастрономические изыски с баснословными ценниками. Милкшейк за $100. Это самый нежный молочный коктейль в моей жизни. Яичницу за $2000. Самая обычная яичница с самыми обычными лобстерами и черная икрой. Но дело же не в яичнице. Так что дело в понтах. Пиццу за $2000. Мне кажется, все-таки золота маловато. И коктейль за $10 000. Да, к хорошему быстро привыкаешь. Ну а жить богатому туристу в Нью-Йорке положено в одном из небоскребов в центре города. Трехэтажный пентхаус, порядка $7000 в сутки. Вы слышите? Там сирены, там снимаются фильмы, там делаются деньги, там съедаются все бургеры, там все. Денег не густо, но затусить компанией в Америке все же хочется. Езжайте в Майами. Это самый распиаренный пляжный курорт Америки. Город горячих тел, жарких танцев и вечной молодости. Прямо сразу чувствуется, что ты приехал в лето. Но что особо приятно бюджетному туристу, Майами вполне по карману. Главный пляж Майами-Бич бесплатный. Жаркое солнце, теплый океан и горячие спасатели прилагаются. Главная улица Ocean Drive бесплатна. Самая тусовочная улица в этом городе. Вечеринки во многих клубах также бесплатны. Тебе нужно только заплатить за напитки. Ну или чтобы кто-то заплатил за тебя. Кажется, вечер набирает обороты. На обед закусить куриными ножками за $8. Очень много курицы, просто это на целую семью, мне кажется. Очень много. А на ужин пошиковать свежими морепродуктами, считай, за копейки. Если прийти сюда в определенные часы, можно заказать креветки по 75 центов, а устрицы по $1.25. Круто же! И даже с транспортом из аэропорта здесь все даже более чем бюджетно. Лайфхак для нищебродов. Вы можете заранее забронировать недорогой хостел, в стоимость которого входит трансфер. Причем хостел этот будет вполне приличным и не где-то на окраине, а в 5 минутах от Майами-Бич. Цена $20 за койку. Я вам скажу, даже не в любом отеле в одноместном номере есть утюги. Их нужно там просить. А здесь вот есть утюг и доска гладильная. Прям прекрасно. Прекрасно. Путешествуя по США, стоит обратить особое внимание на несколько вещей. Первое – штрафы. В Америке огромные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Поэтому не превышайте скорость, соблюдайте требования дорожных знаков, пропускайте пешеходов, пристегивайтесь. И обязательно берите страховку. Езда без нее тоже штрафуется. Второе – челленджи. Многочисленные заведения по всей Америке часто предлагают съедобные акции. Мол, слопай огромный бургер, запей гигантским милкшейком, и если справишься, можешь не платить за чек.
Бюджетные туристы ведутся на подобные предложения и, как правило, проигрывают. Платят огромные суммы за еду, от которой даже не успевают получить удовольствие. Наш совет – воздержитесь, поберегите деньги и желудок. Поездка в Америку – мечта многих путешественников. И надеемся, что сегодняшний гид вам сможет в этом помочь. А мы отправляемся дальше, ведь впереди нас ждут новые страны и полезные советы. До скорого!